люди могут быть годами наблюдателями, вот взять, допустим, тех же самых отшельников, да, которые полностью удаляются, посвящают себя медитации, но почему это не происходит? Действительно очень важно рассмотреть целостно этот момент, рассмотреть все, что зависит действительно от вас, потому что не все зависит от вас. Конечно, безусловно, в этом есть милость, но очень часто люди не понимают и недооценивают, насколько много от них зависит, помимо этой милости. И если начать рассматривать этот вопрос, то мы опять возвращаемся к тому, что помимо осознанности в человеке должна быть еще определенный потенциал, определенная сила, которая при остром уме, интеллекте позволяет, которую сконцентрированный ум позволяет направить точно в цель, чтобы она соединилась с божественной милостью и волей. Но почему у людей нет этой силы? Почему люди годами могут оставаться в наблюдении? Здесь не наблюдение, здесь наблюдатель остается. Но не может человек выйти за эти рамки. С чем это связано? Дело в том, что здесь идет однобокое восприятие этого момента, когда человек считает, что этого достаточно, что не нужно никак внутри себя изменять. Потому что именно от внутренней трансформации, от преодолевания вот этих вот низменных личностных качеств и развивается внутренняя сила воли, которая и является той силой, тем потенциалом, который вы можете направить на познание истины и который сделать этот зов достаточно чистым, чтобы милость действительно смогла увидеть, что есть та форма, через которую можно пролиться, не повредив психике, засоренной эгоизмом. Иначе как человек может осознать то, как все есть на самом деле, если он полон множества концепций, которые способны удовлетворять только его личностные потребности? Здесь один очень важный момент. Дело в том, что осознанность — это естественное состояние сознания. И сама по себе осознанность не уничтожает эго. Не уничтожает. Эго может уничтожить только ваша воля, ваше волевое усилие в определенных ситуациях. Именно поэтому осознанность, она как естественное проявление этой жизни, она есть всегда. И люди, если бы этот вопрос, если посмотреть еще глубже, если предположить,
что освобождение не связано с концепцией эго и зависит исключительно от осознанности наблюдения. В таком случае очень многие были бы уже свободны. Очень многие бы осознавали истинную реальность так, как она есть. Потому что, еще раз повторю, осознанность — это естественное состояние сознания. В осознанность вываливается, можно так сказать, индивидуальное сознание, любое периодически. Просто оно это не запоминает. Это как провал для ума. Для того, чтобы сознание отождествилось с телом, с индивидуальностью, с личностью, на это задействованы очень серьезные механизмы. И здесь вопрос не просто в осознанности, которая есть и так естественная часть. Здесь в первую очередь с отождествлением связано эго именно. Но не напрямую, нельзя говорить, что исключительно эго влияет на отождествление. Потому что изначально, с детства, помнится очень раннее детство, изначально сначала было отождествление с телом, ощущение себя как тело. И лишь спустя какое-то время стало приходить ощущение именно вот этой вот концентрации внутренней, энергетической, концентрации напряжения, когда появилось желание быть хорошей в глазах родителей, быть взрослой, самостоятельной. Это примерно первый класс школы. Но это отождествление, оно происходит с эго, оно происходит не резко. Эго, оно такими импульсами приходит, насколько я понимаю, в сознание. Вероятно, именно от этого у детей в детстве такие яркие вспышки эмоций, когда они не могут себя контролировать, вот там как-то негативно очень реагируют. Вероятно, это вот именно те моменты, когда приходит эта энергия, вот она вот так отталкивается сознанием, так глубоко переживается. Потом она уходит, ребенок снова рад чистой жизни, но затем заигрывается. Но касаемо взрослой жизни, здесь именно основным фактором является вот это вот уже к зрелому возрасту или там подростковому уже достаточно сформированное вот этот вот набор ложных установок, с которыми отождествлено сознание. И если мы говорим о какой-то внутренней трансформации, то помимо устремления к ровностному отношению, к сохранению равновесия в жизненных ситуациях, также в человеке иногда встает такая вот иллюзия выбора, как поступить в ситуации, в которой очень многие используют концепцию того, что чувство вины, за которым подразумевается совесть, оно именно эгоистичное. Это что даже если человек что-то и совершил, после чего внутренне не очень хорошо, то это исключительно все от эго и никаким образом не связано с чистым проявлением жизни.